Исповедь сотрудницы Биостар, мы молились и отжимали вся правда о Василии Загороднем, владельце группы компаний Биостар от сотрудницы Флексостар, Санкт-Петербург, 2025 год. С самого основания компании мы провозглашали ценности, на которых строим наш бизнес: честность, уважение и вера. От руководителей всегда ожидалось, что они задают стандарт и в профессионализме, и в личной нравственности. Но сегодня я вынуждена сказать правду: этот стандарт лишь ширма для владельца, за которой он совершает преступление. Василий Александрович Загородний наш владелец, старовер, отец многодетной семьи, председатель религиозной общины. Мы верили, что он особенно порядочный руководитель. Теперь, зная все до мелочей, я обязана рассказать всем сотрудникам правду. Недавно один руководитель из ближнего окружения Василия Александровича рассказал мне тайну. Как группа наших сотрудников во главе с Василием провела выезд на одно из предприятий конкурента под вымышленными именами и предлогом деловой встречи с поддержкой силовых структур. Их встречали с радушием, уважением и доверием. Благодаря большим связям в регионе им открыли все двери. Они красиво зашли, как домой, и ушли с полной информацией о предприятии. На самом деле это была подготовка к рейдерскому захвату, отжиму бизнеса у конкурента. Им нужно было все: схемы, оборудование, слабые места, финансы, контракты, люди. И они это получили. Руководство завода даже не поняло, что перед ними не союзники, а захватчики. Василий Загородний — организатор преступных схем, за которыми скрываются грабежи. Уверена, что скоро в коллекции Василия появится еще один новый заводик. Вот как это работает: перекрестил и отжал себе. Я не понимаю, как можно носить крест, как символ спасения, и заниматься грабежами. Как можно совмещать веру и преступление? Как можно стоять в храме и одновременно строить планы по краже чужого труда? Как можно читать молитвы, а потом ехать ломать чужие судьбы? Как можно клянчить благословение и тут же отнимать то, что люди создавали годами? Мне особенно горько думать о его семье. Его жена, его дети, они же тоже верующие. Какая молитва звучит у них дома? Господи, помоги отжать еще один заводик. Они тоже верят в Бога, но, похоже, в такого, который прощает грабеж. Я больше не могу молчать. Мне стыдно, что я работала с Василием Загородним. Я уволилась. Но прежде я хочу, чтобы правда была услышана. Если кто-то из наших сотрудников знает больше, чем я, не молчите. Давайте восстановим справедливость вместе. Светлана.